Всем большой привет, друзья! В Royal Quest закончился новый ивент Дары Лепрекона, и сегодня предлагаю обсудить, чего не хватило, что нужно улучшить или добавить, чтобы в следующий раз было интересней. Сразу подчеркну, это лишь мое мнение, поэтому если не согласен с ним или просто хочешь что-то добавить, милости прошу в комменты. И начнем мы, естественно, с шанса дропа из лепреконских сундуков, которые ты получаешь за 25 использованных листков клевера. Я открыл их 20 штук, и только из одного мне упали очки С-класса. В остальных были только немного голды, камушки и неожиданно пара кристальных сосудов зачем-то. В комментах под прошлым видео многие писали, что у них ровно та же самая ситуация, открыли 5 или 10 сундуков и ничего. Да, если ты собираешь лепреконский шмот, то можно просто купить его на рынке, но что делать, если он тебе не нужен и ты просто хочешь поучаствовать в событии, а из сундука раз за разом падает мусор, и уже на 5-м сундуке ты такой: окей, я наигрался, спасибо. И самое сложное в этой ситуации то, что просто поднять шанс дропа нельзя, ведь вещи не персональные, и повысив процент выпадения, они мгновенно превратятся в мусор на рынке. Так что же делать? На мой взгляд, выход очень простой, в сундук нужно добавить что-нибудь еще. Да, есть карта лета, но слишком уж мал шанс ее вытащить, да и сама карта такая себе награда, будем честны. Я бы просто добавил 10% шанс выбить более крупную сумму голды, ведь ивент лепреконский, в названии дары, в общем все максимально связано с золотом. И сумму взять, например, 1 миллион. Почему именно лям? Потому что 10% шанс означает, что на дистанции ты будешь получать 1 миллион из каждого 10-го сундука. Для получения одного сундука потребуется примерно 1 клевер. Средняя цена клевера на рынке в районе 100к. То есть в теории работает так. Ты платишь 1 миллион за 10 клеверов. Используя их, получаешь 10 сундуков, и каждый 10-й сундук даст тебе 1 миллион голды, который ты потратил на покупку клевера в начале. Получается такой замкнутый круг. Конечно, все это будет зависеть от удачи, и кому-то лям не упадет из 20 сундуков, а кому-то дропнет с 2 подряд, но по крайней мере такая механика повысит интерес к фарму листков и добавит азарта. К тому же она не требует каких-то серьезных изменений в самой игре. Кроме этого, в тот же сундук можно добавить карту трансмутации, которая ставится, например, в кольца и дает 5% к получаемому золоту. Вот это уже будет гораздо интереснее карты лета, зайдет такая карта очень многим, и никакой поломки баланса точно не вызовет. Есть еще вопросы к механике выпадения листков клевера. То, что падают они только при активном 4-листном клевере на персонажа. Тут вроде все и логично, но меня вот немного кольнуло то, что без использования довольно дорогой, особенно для нового игрока, расходки, ты собственно идешь лесом и никакого тебе ивента. Тут я бы все-таки прикрутил возможность выбить листок и без клевера, но только с ограничением не чаще одной штуки в 10 минут. Это с одной стороны мелочь, но вроде как немного расширит границы участия, скажем так. Коробки. Ожидаемо с новым ивентом в игру подвезли новые донатные коробочки, в которые положили просто обалденное украшение с 3% скорости бега. Напомню, процент бега перемножается, и на моем ханте просто под ауркой и жвачкой поступь дает не 3%, а 5%. А это уже почти карта Алисы. Это очень много, и ожидаемо эти коробочки вызвали ажиотаж чуть ли не как у опытного искателя приключений. Лично я ничего против коробок не имею, они есть практически в каждой онлайн-игре, это логично и оправдано, но лепреконских коробок я открыл 800 штук в 4 захода, и ладно, мне не упала поступь, это вопрос вероятности, просто не повезло, но то, что в каждом из 4 открытий по луту я уходил в минус процентов на 30 в среднем, это прям болезненно. По сути, это мои самые провальные коробки, напиши обязательно в комментах, как у тебя с их открытием, возможно, мне просто дико не повезло, но ощущение было, что проценты выпадения слишком уже занижены. И карта темной жужелицы. Сколько было возмущения, что одна из самых сильных элиток не имеет своей карты, и вот наконец ее ввели. Карта весьма годная, тут придраться не к чему, но возникает вопрос, почему ее не вводили раньше. Да и не только ее, есть куча элиток и данжевых боссов, не имеющих собственной карты. Хотелось бы видеть хотя бы постепенное заполнение этого пробела, ведь это просто чуточку разбавит PvE, что, конечно же, хорошо.
Вот такое получилось мнение о событии Дары Лепрекона. В целом оно очень даже неплохое, но где-то, на мой взгляд, все-таки сыровато. Это нормально, ведь выкатили его впервые, остается надеяться, что статистика будет собрана, проанализирована и на следующий год внесены необходимые правки. Кстати, вангую, в следующий раз мы увидим куртку Лепрекона, ну или какой-нибудь другой шмот. Разрабы теперь просто обязаны ввести полный сет Лепрекона, ведь смотреться он будет бомбически. На этом все. Жми палец вверх и обязательно подписывайся на канал. Пиши в комментах, что думаешь обо всем этом. Удачи в игре. Пока.